Всем доброй ночи, дорогие друзья. Вы все знаете и читали, изучали, может быть, что вода обладает памятью. В воде рассказывают плохой сон. Водой очищают порчу. Водой оздоравливают тело. Кстати, что касаемо ритуала оздоровления водой, я очень часто в последнее время читаю отзывы и очень хорошие. Потому что когда вы даете задание воде пройти ваше тело, очистить ваше тело и через ваше тело выйти, очищая ваш организм, забирая всю скверну, весь гной, все вирусы, все бактерии, болезни и так далее, которые мешают вам жить, то вода это исполняет. Имеет память глина, имеет память вода, имеет память воздух, имеет память вся природа и все, что нас окружает. Имею в виду все, что живое, имеет память. Водой омывает лицо, очищают, убирают страхи. В воде отдают все внутренние страхи, подсознательные. Ну, например, открывается кран или над бегущей водой читается, да, там в русском колдовстве вообще имя дают воде. Вода, водица, Ульяна, Маримьяна, смой, унеси все скверни, все черные дела, все темные дела и так далее, и так далее. Как ты стекаешься, вода, так пусть стекается с меня скверно, страхи и так. Это все перечисляется. И вода смывает, уносит действительно эти страхи. Умывание водой и прочее. Я вам сейчас сверху покажу вот эту вот миску с водой. Посмотрите, образовалось лицо, половина лица женщины с глазом. Вот, смотрите. Необычное очертание, ну да ладно. В данный момент я хочу подарить вам ритуал, который поможет очистить ваше подсознание, уберет ваши страхи, втянет в себя вода все ваши внутренние страхи, трудности, все, что вам мешает жить, очистит ваше тело, очистит ваш разум, обновит полностью ваше сознание. Это очень сильный ритуал, хотя он как бы очень простой, да, кажется. Но все гениально и просто, без умудрений, без лишнего всего. Разговоры с водой, общение с водой. Я помню, когда одна умная, в кавычках, мадам сказала, что деревенское колдовство – это ограниченное какое-то колдовство, непонятное, в общем, узкая сфера магии, в которой нет развития. Ну, идиотизм, конечно. Сравнить с какие-то астрологические, какие-то оккультические кружки, в которых баловалась знать, с той магией, которая была первостепенной, которая была прародителем всех направлений магии. Это разговоры со стихиями, работа со стихиями, с водой, землей, с огнем и прочее. Так вот, вот это изначальное, именно самое древнее, самый корень магии, да, разговор со стихиями, который остался и в этносах, и в эпосах, и в легендах, и в сказках, и в заговорах. Это самая сильная часть магии, прародитель магии, работа со стихиями. Вот одна из этих стихий – вода. Вода использовалась когда-то и сейчас используется и для предсказаний, и для определенных манипуляций и прочее. Я как-нибудь научу вас, как через воду проникнуть в поколение, в память поколений. Это очень интересно. Правда, от этого, после этого уходит очень много сил и очень много всякого бывает, но в любом случае. Итак, вам нужна миска воды, 3 свечи восковые,
Если вы возьмете для освещения, там, читая, да, то свеча должна быть белая. Я сейчас просто показываю, вам нужно будет вглядываться туда, смотреть в эту водную гладь и читать. Смотреть и читать. Читать надо столько раз этот заговор, пока не закружится голова. Вот как только закружилась голова и начались перед глазами поплыли картинки, как только вас вот как будто со стулом оторвало, и вы начали просто летать по комнате, естественно, сидя на своем месте, но все пошло ходуном, закрывайте глаза, на этом месте останавливайтесь, дальше не читайте. Закрывайте глаза и минут 5-6 вот так сидите перед этой водой. Вот можете руками вот так держать, можете просто расслабиться, сесть, закрыть глаза. Вода будет стягивать, забирать с вас всю эту черноту, будет усиливать вас силой, потому что через водное пространство мы можем соединиться с потусторонним миром, с миром духов. И вот этот мир духов будет проникать в вас и забирать все страхи, все скверны, все ужасы, которые мешают вам идти вперед, которые мешают вам развиваться и достичь того, что вы хотите. И будет заряжать вас силой ваших поколений, ваших праотцов, прадедов, отдавать вам силу духов, богов, сфер, всех сфер, которые существуют. Будет тепло, холодно, жарко, глаза будут гореть, руки будут трястись. Ничего страшного, оно проникает через вас и очищает вас, потерпите. В конце оставляйте свечи догореть, эту воду нужно вылить. Не трогайте эту воду, потому что она забрала всю скверну, которая у вас есть, в себя. Просто вылейте. Вылейте в унитаз, вылейте в раковину. И неважно, в селе живете, вынести, вылейте на землю. Это уже не хорошая вода, и ее не стоит ни пить, ни умываться, ни вообще трогать. Выливайте, потому что она вбирает в себя все ваши страхи. Если у вас очень серьезная проблема, она, конечно, не решится окончательно, но некоторое время вам дадут дорогу, помощь, чтобы вы могли вырваться из этой ситуации, потом найти человека, который вам поможет. Но для начала вам дадут очень сильный заряд энергии. Итак, этот заговор читается, значит, босоногая сидите, без тапок, или можете ноги вытащить с тапок, положить сверху. Далее, волосы распустить. Волосы – это как антенна. Почему у ведьм длинные волосы, почему у ведьм здоровые волосы, да, сильные волосы. Почему она распускает волосы? Волосы это как антенна. Через эти волосы она получает информацию. Мужчины почему ходят в бороде? Ну вот в стародавние времена считалось, что через волосы они получают информацию извне. И именно поэтому считались волосы защитой. Их не стригли, боялись стричь. Если стригли, то их жгли, чтобы эта информация твоя не попала в чужие руки, чтобы с ней ничего не случилось. Либо закапывали, потому что обнуляла земля всякую информацию. Итак, начнем. Нужно смотреть туда и читать. Можете прямо рядом положить текст или перед водой ставить. Неважно, чтобы вам было удобно читать. Итак, начнем. О водная гладь, водная сила, вечная вода. Нет начала тебе и нет тебе конца. Ты протекаешь сквозь века, сквозь время, сквозь поколения, сквозь свет и тьму. О сила водная, в тебе сила океанов и рек, подземных и наземных вод. Вечная вода, всей своей силой проникни в мое подсознание, в мое тело,
в мое прошлое и настоящее. О вечная вода, ты протекаешь сквозь царство мертвых и живых. Проникни, вода, в мой разум, в мое тело. Передай мне, вода, память поколений. Открой мне скрытые сферы. Через капли свои передай мне силу предков, силу ушедших поколений. Перемещай мой разум через водные пространства, через вечную водную память. Я передаю воде свою боль. Я забираю силу воды, а через воду создаю связь с предками, с их духами, с богами. Проникни, вода, в мой разум, в подсознание, в тело и в душу. Забери мою боль, мои страхи и неудачи. Дай мне силу всех сфер. Через поколение, через пространство заряди меня энергией. Обнови меня, обнови меня, обнови меня. Очисти меня, усиль меня, сила водная. Я открою через воды силу потустороннюю, передам ей скверну и заберу силу вечной воды всех поколений, всех сфер и всех сторон света. Да исполнится. Читайте монотонно, монотонно, спокойно, как мантру, повторяя, как молитву. Читайте до того момента, пока вы не почувствуете, что тело расслабляется, у вас такая воздушность появляется, вы словно летаете, сидя на месте, словно парите в пространстве, в астрале, и у вас начинается голова кружиться по венам, начинает бежать кровь, становится тепло, то холодно, перед глазами начинает пробегать картины. И вот когда это все начнется, на том месте, где вы остановились, переставайте читать, закройте глаза, сидите минут 5-6, вы можете даже сколько угодно. Вас потянет спать. Не спите, постарайтесь не уснуть. Свечи должны догореть. Эту воду вылейте. Если вы ночью это делаете, то ложитесь спать. Желательно это провести после заката, когда нету солнца, когда темно. Днем я не рекомендую, потому что не получится. Во-первых, отвлекающих факторов много. Во-вторых, дневной свет мешает вот этому состоянию. И в-третьих, духи и вообще сферы, они очень активны именно в ночное время. Если вы хотите полное исцеление водой, отключите телефон, отключите все, что вас отвлекает от этой процедуры. Сделайте это несколько раз в месяц. Через некоторое время те болезни, которые врачи у вас лечили, могут исчезнуть. Это уже не первый случай, не второй. Я постепенно вас приучаю к более сильным ритуалам. Я уже объясняла и говорила, что я должна подготовить публику. Я не могу раз и дать вам все, какие не есть ритуалы, исцеления и все такое. К этому надо идти постепенно. И те, которые верно, достойно, по-людски относятся к моему труду, будут это получать и как бы будут этим пользоваться во благо себе. А пока что проведите этот ритуал. Если у вас есть чашка стеклянная, пусть там не будет никаких рисунков. Либо вот такая, алюминиевая. Либо так, либо сяк. Только вот такая открытая чашка, потому что, да, можно еще каменную, можно еще из оникса, однотонную чашу. Потому что эти всякие рисунки и прочее, они отвлекают. Их не должно быть. Всем удачи.